Здравствуйте, мои дорогие друзья, представители знака зодиака Рыбы. Второй прогноз на декаду на 10 дней с 1 по 10 ноября. Давайте узнаем, что скрыто и что прояснится. Тайное то, что станет явным. Знаки судьбы, чего вы пока не видите, а это случится. Что сейчас, быть может, происходит за вашей спиной. И что, в конце концов, явным и станет с 1 по 10 ноября, что вы увидите. Или какую-то может быть, тему или вопрос, который тянется слишком долго, вы сумеете прояснить. А я бы даже сказала, что более длительная дистанция, чем с 1 по 10 ноября. Скорее всего, это будет история с продолжением, минимум до конца года. И поэтому есть смысл вернуться к нашему видео, пересмотреть, поверьте, то, что мы думаем сейчас. Какая-то, может быть, такая очень важная перезагрузка, переосмысление. Это может быть связано с информацией, новостями или нашим восприятием даже мира, поскольку именно 9 ноября Уран меняет знак, переходит из знака Близнецы назад в Телец. И это будет связано с прояснением некоторых жизненных ситуаций. И мы будем и адаптироваться, и наводить как и порядок, так и организовывать что-то по-новому в собственной жизни. И пусть это более длительный период или более длительная дистанция, но основа основ или квинтэссенция, что-то очень важное определяется именно с 1 по 10. Давайте с вами узнаем, что же это будет, с чем это будет связано. И первые три карты, три знака судьбы. Как то, что пока скрыто, повлияет на вас. Или вот эти три карты, как сферы жизни, где вам доведется принимать важные решения, о чем вы пока не знаете, а вот оно случится. Первый знак судьбы. И то, что станет явным, да, что случится, но пока еще оно как будто скрыто за кулисами на авансцену, еще пока не вышло, не прояснилось. Так вот, что же там будет проясняться, к чему быть готовым? Достанем такую карту. Что уйдет? Или что вы завершите сами? Может быть, поставите в чем-то точку, определитесь. Откажетесь, может быть, сами. Такое тоже может быть. Третья карта мы достанем. А что нового тогда взамен придет? Кто или что спешит на ваш порог? Чего ждать? Любовь, личная жизнь, взаимоотношения. Чего ждать с 1 по 10 сфера финансов? И чего ждать в сфере ваших достижений? Здесь у кого что? В целом это ваши планы, у кого-то документы, важные встречи, согласования, то, что, может быть, уже было намечено где-то, да? Или работа, бизнес, личное дело. Ну, давайте будем узнавать первый знак судьбы. Но самое главное не раскисать, вот это факт. Потому что по четверке чаш нам возможность как будто подается, да, вот в виде вот этой чаши, а наша девушка, она даже туда не смотрит. Как будто есть вариант что-то переиграть, передумать, переделать. Но то, куда мы как бы даже в том направлении не смотрим, здесь какая-то неожиданность у вас может быть, мои дорогие. И здесь в этой неожиданности, которая, кстати, может выглядеть, ну, так вот, ни шатка, ни валка, как бы непонятно, что с этим делать, соглашаться, не соглашаться, или, может быть, это на более таком глобальном уровне, как поступить. Но вот вы как будто видите в одном направлении, а тут нужно немножко посмотреть по сторонам, увидеть горизонт, как знаки судьбы, не подзастрять. Может быть, какая-то активность от вас потребуется, а ведь это карта бездействия. Но вы знаете, не время о чем-то сожалеть из прошлого. Здесь вот эти три чаши символизируют то, что мы уже прошли, какой-то прошедший период. Вот такой знак судьбы: не горюй, буквально вам говорят, если что-то там не получилось именно так, как ты хотел. Или почему-то там что-то не срослось. Ну да ладно, ну, может быть, это как неожиданность, какие-то воспоминания. Второй знак судьбы. Вообще это ваша карта, и пусть меня смотрят мужчины, у кого-то, мне хочется так думать. Иногда ведь вот эти две карты будут просто говорить, что все идет своим чередом. Нет каких-то, ну, знаете, таких неожиданностей, которые переворачивают всё с нашей жизни с ног на голову. И это карта любящего человека. Но иногда ведь это карта ожидания, когда вот мы бездействуем и просто ждем с моря погоды. Но
Наверное, тут у каждого будет что-то по-своему. Может быть, это, знаете как, вы думали, дело примет один оборот, а тут что-то получается иначе. Или становится что-то на паузу. Тогда, может быть, нужно найти информацию, и что-то вам придется перестроить, переиграть, реорганизовать. Иногда по королеве чаш, и я так думаю, что, мои дорогие, личная жизнь может выйти у вас на первый план. Именно потому что новости в семье, новости в вашей паре или для кого-то из вас. Я не могу сказать, что это вот именно новое знакомство в эти 10 дней. Нет, тут, скорее всего, взаимодействие уже с теми людьми, которых вы знаете. И, может быть, вам не все нравится, или не все вопросы вы сумели решить. Ну, так стало быть, вы хотите вот именно большей ясности, но, наверное, в том, что касается вас самих. То, что вам доставляет радость. Давайте откроем третий знак судьбы. Вот интересно, смотрите, у вас выпали, за исключением королевы чаш, это как ваша сигнификация. Тут у каждого своя задумка. И вот эти две карты мелкие. Вы прощаетесь с прошлым. Вы видите явно то, что из прошлого, куда не хочется оглядываться, куда не хочется идти, чем не хочется заниматься. Тут у вас, мои дорогие, может быть какой-то выбор. Причем выбор, который где-то на уровне интуиции, на уровне вашей души. То, что куда не хочется идти, то, что нас разочаровывало, или то, что нас ставило в тупик, то, что заставляло вот так сидеть, может быть, в бездействии. Ну, у кого-то был период, когда ничего мы с этим поделать не могли, именно из-за обстоятельств. Вот здесь что-то начинает меняться. Давайте я достану пару карт. Четверка чаш, это о чем? Какая-то денежная составляющая. Ух ты, а на дне колоды у нас карта Иерофант. Да вам как будто по судьбе. Во-первых, знаете, вам, возможно, придется, ну, к примеру, для кого-то, заниматься именно той работой, на которую вы не хотите идти. И вы будете обдумать, как бы мне вот поменять вот это. Да, деньги приносят, а сказать, что меня это вдохновляет, ну, ни разу. И вроде как так быстро не откажешься. Потому что по иерофанту мы проходим какой-то жизненный экзамен, жизненный путь. Мы все равно идем вперед. Может быть, не на 100% вот так, как вы хотели, на чем может свидетельствовать карта. Есть сожаление. И это как знак судьбы. Нам так говорят, что наоборот, у тебя идет какая-то возможность, которая по судьбе. Ага. А может быть, вас пространство будет подталкивать к какому-то решению, потому что обстоятельства так складываются. И мы явно не должны себе навредить. Безусловно, я надеюсь, всех правильно понимают, это не про смерть, это про завершение. Есть жизненный этап, я сказала, вот он завершается, может быть, да? И вот происходит эта перезагрузка. Или вы сами что-то хотите завершить, определиться в каком-то более таком стройном фарватере, ключе уже, чтобы дальше пошли развиваться события. Но, может быть, и какие-то внешние, опять же, обстоятельства, два старших аркана, будут говорить о том, что, ну, тут не все в вашей власти пока. Вот именно обстоятельства, обстоятельства дела или обстоятельства вашей жизни. Да, тебе придется делать скоро выбор, вот буквально. Но, наверное, ты это ускорить не можешь. Вы люди очень интуитивные, вы можете, ну, где-то чувствовать, что вот-вот что-то будет меняться. И ваша задача, вот как реинкарнация, мои дорогие, перерождение, возрождение еще говорят, да? Но это неизбежно окончание прежнего периода. Что-то как будто и уходит. А вы знаете, вы сами должны быть хитрее. То, что вы задумали, для вас это, может быть, была какая-то зависимая ситуация, а может быть, это есть у кого-то правда. Зависимая ситуация именно из-за денег, да, и разочарование именно из-за того, что, ну, вот как-то финансовая сфера, она так провисает немножко. Вы можете себя чувствовать, что я как в руках искусственных манипуляторов. И плюс еще и в зависимой ситуации. И очень хочется по аркану колесница, как прям сорваться и уйти. У кого-то под вопросом будет переезд, причем очень активно. Может быть, это связано даже с работой. Вы искали работу, у кого-то работа с командировками, у кого-то просто как релокация офиса или дистанция на работу какая-то другая. Скорее всего, тут еще могут быть, будьте внимательны, король мечей иногда означает провластные структуры, буквально. Тут у нас аркан колесница,
Скорость за своим авто не превышайте. Так на всякий случай скажу, чтобы себя, ну, в какую-то такую не самую интересную ситуацию не вергнуть. Может быть, это будет говорить о том, что наоборот, уже какие-то чьи-то хитрики вот как раз надоели. И, может быть, это связано с тем человеком, скорее всего, которого вы очень хорошо знаете. Может быть, это и по рабочей ситуации, не обязательно это личная жизнь. У кого-то это, знаете, как все-таки мечи. Но тут могут проходить и по документам какие-то метаморфозы. И вот хочется же это все одним махом разрешить. И есть, с одной стороны, и зависимая ситуация, вот то, что я сказала, что-то нам явно не нравится, да? И вроде как то, что есть, нужно пока принимать. Вот вы будете продумывать, как вам выйти или из какого-то положения, когда просто надоело что-то. И это будет касаться работы, и откуда к вам приходят деньги. А может быть, это у кого-то и личная жизнь, а может быть, это еще его величество, случай, когда вам потребуется вот такая холодная голова. По королю меча это всегда рационализм, никаких эмоций. Может быть, для кого-то из вас потребуется знание закона или узнать, как в отношении вас работает закон. Может быть, и вы столкнетесь с таким человеком, который тоже, ну, какое-то есть взаимодействие, и он вам может показаться искусным манипулятором, потому что это люди власти иногда проходят. Поэтому, мои дорогие рыбы и рыбки, будьте внимательны. Но самое главное, мы тут что-то именно, даже если мы узнаем или у кого что просто будет. Если вы хотите выйти из какой-то как зависимости или из какой-то такой хитрой ситуации, которую не от вас, может быть, она зависит, а может быть и от вас в каком-то ключе, но еще есть и другой человек, или какая-то персона, или обстоятельства. И вот вы будете просчитывать разные планы. Вот интересно, давайте откроем карту, не совсем понятно, потому что очень разрозненная, если мы вот так даже со дна начали доставать, но то, что это по судьбе идет какая-то трансформация смело, ведь это карта трансформации, да? Я сказала реинкарнация, но вообще-то это меняется наша жизнь. И это будет зависеть еще от того, что вы слышите, от того, кто вас окружает, и, ну, может быть, и внешняя какая-то обстановка. Ну, вот что прояснится? Честно говоря, пока ничего не проясняется. Наоборот, идет что-то в затяжку. Поэтому, может быть, вот тут такая путаница у нас и происходит. Ведь аркан умеренности говорит: ты не волнуйся, ангел присматривает за вами. Вот правда, не волнуйтесь, мои дорогие рыбы и рыбки, потому что тут что-то вы ускорить точно не можете. Много старших арканов. Ну вот первая фраза я сказала, как будто вам приходится что-то делать, да оно вам уже до чертиков, может, надоело, но не вдохновляет ни разу. Но и рад бы уже, может быть, одним махом так кому-то или чему-то сказать прощай, перестроиться. А вот как будто пока нет. Нет, вот тут есть определенная, как вот, это вот, кстати, карта зависимости, да, ну, дьявол, может означать, что вот пока ты не можешь это завершить, ты это завершишь. Эта ситуация закончится точно. Но, скорее всего, не с первого по 10. Какое-то продолжение будет следовать. Давайте откроем, а что уйдет. Да тут сглубить нельзя. Будьте внимательны к деньгам. У вас, кстати, не случайно дьявол и семерка мечей. Семерка мечей – карта хитрости и обмана. Вас могут на что-то уговорить или сказать что-то приобрети, участвуй в чем-то, да, может быть, вложение. И это было бы ошибкой. Вы знаете, по шестерке пентаклей вы можете получить деньги, и кто-то, зная, что у вас есть эти деньги, ну, как-то может на вас воздействовать. Ну и, короче, деньги были, и вот их уже и нету. К деньгам определенно нужно быть внимательным, мои дорогие. Может быть, вы благодаря деньгам, я не исключаю, для кого-то из вас, для чего вам нужны в принципе деньги. Потому что что-то вы хотите подвести под знаменательную или завершить. И для вас важно быть ресурсным человеком. Поэтому как будто денежная составляющая вам нужна для ряда вопросов, которые вы будете решать в последующее время. И здесь у кого с чем будет связано. Может быть, это банально у кого-то, вот правда, с автомобилем. Редко, но иногда карта колесница говорит еще и о том, что мы должны быть мобильными. Ну и буквально, может быть, проверить ваше авто, если таковое имеется. А если нет, для решения ваших вопросов продумать траекторию движения,
А мы, кстати, ожидаем, ну пусть это не в эту декаду, но у нас с 9 там дальше почти до конца месяца ретро-Меркурий, а это информация, это, кстати, по ретро-Меркурию сбоят системы, системы навигации сбоят, да, вот какие-то задержки происходят. То есть вот где-то, может быть, вот эту именно траекторию по времени вам нужно просчитывать. Это на дальний, ну, последующий период времени до ноября, старший аркан. Как минимум все вот эти карты о какой-то истории, которая, ну, возможно, она к концу ноября у вас и завершится, с чем-то вы определитесь. Карты говорят вообще, знаете как, действительно, ангелы присматривают за вами, и явно тут не новое что-то, а то, что уже длилось какое-то количество времени. Перезагрузка определенно будет, но в тот срок, как положено. Как будто там вот уже в небесной канцелярии все просчитали, рассчитали, и что-то завершится в определенное, отведенное, может быть, даже время. Что нового придет? Ну, вот все то, что я сказала, страшный суд. И, кстати, суд не страшный. Избавление от боли, избавление от страданий. Вот есть какая-то проблема у вас, мои дорогие рыбы, рыбки, у каждого своя. Давайте будем реалистами. Каждый хочет что-то подвести к итогу и больше не вспоминать. Есть то, что вы хотите осуществить, но пока к этому вот ресурсов как будто не хватает. Ресурсы есть, но пока непонятно, в какую конфигурацию это сложить. И вот, видимо, где-то искать дополнительную информацию, может быть, для себя рассматривать разные варианты, вы вот в эту декаду будете. Но все завершится именно в свое время. Или решится какой-то вопрос. Потому что по страшному суду, опять же, старший аркан, тут, правда, как прописано в судьбе, можно не верить ни в карму, ни в судьбу, правда? Но есть же в нашей жизни что-то более такое верховенственное, да, или более такое важное, пусть оно неосязаемое, но иногда бывают в нашей жизни такие совпадения, что мы понимаем, а ведь правда ведет какая-то невидимая сила. И мы можем в это во всё не верить, но один какой-то случай, да, или что-то вот такое происходит, когда мы это все рассчитали, а оно как-то движется в других временных рамках. Либо убыстряется, либо наоборот тормозится, и мы понимаем, что, ну, тут нет, тут явно не все в нашей власти. Вот что-то подобное может проигрываться. Я бы сказала, вы сами не торопитесь. Не торопитесь, кстати, со скоростью. Вот я еще раз повторяю, на автомобиле. Или, в принципе, хочется сказать даже так, переходя дорогу. Переходите там, где положено. Не нарушайте закон, кстати. Не нарушайте закон в любом эквиваленте. Вот даже пусть это перейти дорогу в нужном месте, а не там, где всегда. Тут надо немножко себя поберечь, хочется сказать так, чтобы есть что сохранять, безусловно. Но, может быть, знаете, планы Господа всегда лучше наших. У вас какой-то вопрос решится. Причем, скорее всего, он у вас решится настолько красиво, как вы сейчас даже это предположить не можете. А начнете настаивать, что-то ускорять, и оно тогда как-то вообще, знаете как, не сбивайте небесные фишки, которые уже где-то там разложены. Личная жизнь, чего ждать? Правда, перезагрузки всегда это карта будущего, но это, кстати, карта жизненного экзамена. Кто-то наперед может готовиться, сдавать экзамен, получать сертификаты, или, может быть, там какие-то зачеты, может быть, курсы, или вы можете надумать, пойду учиться куда-то, да, и у вас тогда вот начинается учеба и полная перезагрузка. И вам вот эта умеренность будет помогать разобраться в каком-то деле. Вот явно может быть либо завершение, либо это уже у кого-то как настроенность на какой-то новый период, но который требует внимания к деталям и изучения. Тогда время для кого-то завершить, а для кого-то наоборот, что-то начать, но уже в более таком уверенном качестве. Может быть, специалистом, буквально так. Вот на личную жизнь. Может быть, для кого-то из вас, мои дорогие, здесь буквально были отношения, когда были ссоры. Вот, например, да? Или по личной жизни вы хотите что-то изменить, но не знаете как, и вы будете искать вот эту информацию и, ну, какие-то свои шаги просчитывать. Все-таки мы здесь учимся и сдаем вот этот жизненный экзамен. А кто-то будет
заниматься сферой финансов, вот для того, что вы хотите выйти из какого-то создавшегося положения или ищете новую работу. Но для этого необходимы знания. Ну, может быть, кто-то будет профессию, ремесло какое-то приобретать, потому что нужно как раз решить финансовый вопрос. Почему-то на личную жизнь. Но, видимо, видите, у вас тут как? Вопросы все-таки финансов, денежные вопросы, никуда не денешь. Пентаклевая карта, причем так, с заходом на будущее всегда. Тройка, карта будущего. Откуда к вам приходят деньги? Может, кто-то собрался создать семью. Ну, вот так вот банально, правда? Или вы уже в семье, и вам нужно что-то просчитать, может быть, в сфере финансов, в плане приобрести что-то. Или куда-то отправиться, переехать. Но есть планы тогда в семье. А вот финансы пролоббируют. Нужно это как-то решить. И вроде вы можете прийти к выводу: нет, вот я решаюсь, теперь какой-то дополнительный доход. А у кого-то, может быть, вы просто учитесь, кстати. Ну вот просто учитесь в ВУЗе, да, или там где-то, пусть и не в ВУЗе, в среднем там специальном учебном заведении, и понимаете, что, ну да, ситуация финансовая такова, что для моего благополучия, ну, нужен приработок, и вы будете тоже где-то искать или думать, может быть, искать работу, и заканчиваете вы учебное заведение. Но есть здесь финансы, но личная жизнь, если вы в паре, так это точно, мои дорогие. По десятке чаш вообще я должна сказать, вы тут что-то решите, потому что ведь это по максимуму. Здесь и стены буквально, дом, место пребывания, проживания, и эмпатия, доверие, взаимопонимание, безусловно, семья, которая, ну, даже не только ваша пара, а ваши дети, может быть, и родственники, какое-то предыдущее поколение, да. Вот тут все взаимосвязано может быть. И вы для себя будете что-то определять. Добрые, в принципе, карты, просто у каждого свои задачи. Что же там по финансам? Ну, вообще-то радость. Но единственный тут такой момент, тройка чаш, да, это карта праздника. Поэтому у вас тут что-то получается. Или финансы вам помогают. Но я вам тогда скажу, что уходит. Четко нам говорят, деньги есть, деньги будут, но ты их можешь потратить не в ту сторону. Поэтому, может быть, мы говорили по шестерке пентаклей, я подробно обрисовала, что ни взаймы, ни какие-то траты, если вам что-то предлагают. Помните, рука дающего завтра может стать рукой просящего. Ну, а если даже есть какая-то тема, какой-то праздник, мои дорогие, ну, значит, какими-то такими немасштабными тратами. Потому что если бы не было шестерки пентаклей именно в этом положении, что уйдет, тут как будто вы можете себя из-за какого-то праздника или из-за ненужных трат обесточить, а потом сядете думать. Вот для кого-то может напрямую, вот четверка это чаш, именно говорит, что не хватает денег. Вот сижу и думаю, где взять. Сфера ваших достижений, еще одна четверка. Ну, видимо, действовать как-то придется. Потому что если мы не вожаки, то и пейзаж, понятно, не меняется. Две четверки. Но перед тем, как действовать, вам нужно хладнокровно с чем-то определиться. По четверке мечей мы складываем оружие, мы с кем-то не спорим. Может быть, это вы понимаете, да, иду изучать, признаю, что я пока ничего не знаю, и мне вот надо стать специалистом. И тогда на сферу достижений вы берете как будто паузу, прежде чем я обучусь или узнаю что-то наверняка. Тут вот я просто обучаюсь, и я не активничаю. Вот у кого-то может быть даже так. А у кого-то это может быть еще и когда время отдыха, у кого-то ну, когда мы, знаете, иногда проигрывается, может быть, мы берем ну, буквально несколько дней без содержания, не работаем по разным причинам, да, может быть, мы должны ездить по инстанциям, что-то согласовывать. Вот эти карты, которые такие сложные, может быть, то есть как бы тут не до достижений, может быть и такое значение, потому что есть насущные вопросы, которые вы не можете отменить, или есть какая-то зависимость, как будто есть какое-то дело, которое нужно в первую очередь решить. Поэтому у кого-то аркан умеренности что-то вот не решается сейчас, или вы как смените немножко свои приоритеты с 1 по 10, потому что, может быть, и был план, а вам его придется переиграть. Есть что-то другое, что требует вашего времени, вашей активности и вашего внимания.
Перекладывайте на себя, мои дорогие, любимые рыбы и рыбки. Правда, я вас люблю. Я благодарю за ваши искренние душевные комментарии. Спасибо, что смотрите мои видео. Подписывайтесь на мой канал и будьте счастливы, будьте любимы всегда.